why people give kids drugs. Так, давай начинаем, значит, с тобой с короткого блица. 4 вопроса. Сразу. Ну, они такие, типа, это просто ознакомительные. Откуда ты родом? Я родилась в Бишкеке, в Кыргызстане. Прожила там до 20 лет примерно. Потом начала уезжать туда-сюда. Так, куда начала уезжать из Бишкека? Давай, расскажи Сначала свой трип. Китай. Я вообще училась в универе и начала диджеить. Была в Китае по контрактам, диджеила примерно 2 года. Знаешь китайский? Ну, я разговаривала, у меня был разговаривать, да. Пришлось учить. Ну, там отдельная история про Китай, потому что нас отправляли в первом контракте, он был не особо удачный, и отправляли артистов в какую-то китайскую деревню одного. И никто не говорит там по-английски, никого из того нет. Ты такой начинаешь учить счет, сколько стоит, что почем и так далее. Ну, то есть там была безвыходная ситуация, поэтому мы начали, я и другие артисты, учить китайский. Потом, возвращаясь к теме, я вернулась домой, заканчивала университет и была в Казахстане примерно год, играла. И потом приехала в Дубай. Сейчас Будет 9 лет 3 сентября. Вау. Вот. Вау. Да. Так, почему именно Дубай? У меня была возможность куда-то уехать. И А я домой? хотела просто куда-то, я была дома. Я была дома и хотела просто уже куда-то уехать. И была знакомая девчонка, которая здесь работала в Go-Go, и она меня сюда пригласила на контракт. В то же, получается, заведение, где она танцевала, я приехала диджеить. Ну, классика, мне кажется, да. так многие. Да. Как и почему стала диджеем? У меня есть две вариации. Так. Одна — это классическая история про семью, и когда тебе не хватало любви и внимания, и ты Да, такой да. идешь в артисты, потому что из-за нехватки этого Да, ты любви. хочешь, восполнить этот пробел. И второе, была всегда тяга к музыке, и меня так как-то не особо отправляли в музыкалку, и все-таки эта тяга оставалась, и я так ей научилась играть. Я думаю, сначала это был первый вариант, который потом перешел уже во второй, когда я уже закрыла какие-то свои гештальты, Да. и потом уже поняла, что да, надо уже делать это не как бы со стороны того, что закрыть какие-то пробелы в себе, а в том, что тебе нравится музыка, и тебе нравится развиваться в этом направлении. Ну, тебе прям с самого начала техно нравилось? Или ты Нет. прыгала по жанрам? Я играла в начале, наверное, вот классическая история, мышапы, вот это вот хаус мышапы вот в нашем СНГ. Потом популярен был трэп, Да. в Китае был EDM. Ну, он там сейчас. Да, мы сейчас. Играл даже old school R&B. Я приехала сюда как open format DJ, я играла тут old school на R&B раньше. Потом я начала для себя открывать техно. Как бы, да, все вот так постепенно все происходило. Наверное, здесь, потому что здесь много артистов привозили, и я начала уже развиваться здесь больше. Как сейчас ты свой жанр определяешь? Ну, у меня есть 2 сценических имени. Адриана Рэй — это более хаус направление, трайбл и даунтемпо, который в Дубае. И есть мое настоящее имя Арина, и под ним я пишу техно-музыку. Вот я знаю, что в техно там есть тоже куча ответвлений. У тебя какой именно? Я раньше писала Peak Time Techno, сейчас плавно перехожу в Row. Row Hypnotic Techno. На 2005 год планирую полностью уже сделать полный ребрейдинг. Так, на сейчас в Дубае ты играешь какую музыку в основном? Я играю даунтемпо, органик, такой tribal house. Смотри, у тебя вообще куча релизов на битпорте. Да. Это первый гость, у кого настолько много релизов на битпорте. А ты посмотрел Арину, ты не смотрел еще Адриану Рэй? Нет, я смотрел Арину, да. Я, конечно, такой, типа, йоу, чувачок, надо работать, конечно, да, над этим. Да, количество не определяет качество, слушай. Я тебе так скажу. Да, но все равно. У меня много, но некоторые релизы, я думаю, лучше бы я их не делала. Это так у всех, это понятно. Ты пишешь музыку? Жарко, да, я пишу. Как давно пишешь музыку? 20-й год, корона. Спасибо ей большое. Для меня это там, да? лучшее время было, да, потому что ничего не отвлекало.
И все, и не приходилось с собой договариваться, заставлять себя, потому что Ableton мне долго и упорно и плохо давался, с 20 лет пыталась его изучить. И Ableton, и Fruity Loops не давалось, мой склад ума, мой мозг, Понимаю. девичий вообще не хотел. А вот в 2020 году все сложилось, и я начала и писать. Ты пишешь Зачем? сама или у тебя есть какая-то команда, пишу которая помогает всё тебе? сама. То есть И- все эти релизы, которые на битпорте, это все ты сама? Да, я все писала? писала сама, я закончила очень много мастер-классов, больше 10 уже, наверное. Сейчас у меня есть до сих пор one-on-one такие по зуму. Но я заканчивала еще миксинг. То есть я миксую свои треки сама, просто отправляю их на мастеринг. Либо лейбл делает мастеринг. У тебя дома мониторы стоят, наушники или как-то там всякая Да. такая мини-студия дома? Ну да, такая мини-студия. Мониторы, саунд-карта, два небольшая MIDI-клавиатура, больше наш 61 ключ. Но я не играю. Если что, я ее продаю. Напишите. Вот. И что еще? Студийные наушники еще. Вот эти вот релизы, которые у тебя на битпорте на лейбле Berlin Techno Music, правильно говорю? Мгм. Как ты на этот лейбл попала? Что это такое вообще за лейбл? Что это такое? По названию, да, интересно стало? Я вот выпускаю свою музыку не на лейбле, а через дистрибьютора. То есть Напрямую, там, да? да, и там Да. как бы эти дистрибьюторы, через которых я выпускаю, у них нету доступа к битпорту. Мгм. Я, то есть, не могу на битпорте релизнуться. Вот. Я понимаю, что нужен лейбл в любом случае какой-то. Да, чтобы но через ты можешь битпорт. лейбл и на себя открыть, свой лейбл. В большинстве случаев получается, что тебе нужно как бы подстроиться под определенный формат определенного лейбла, чтобы туда попасть в большинстве случаев. Ты должен себя в рамки какие-то ставить. И Да. я считаю, классный вариант — это начинать как бы релизить музыку сам на себя, так если ты уже определился с жанром или со стилем. Ну, потому что вот эта вот погоня за вот этими вот боксом, в который ты должен постоянно войти, это слишком много рамок, и, конечно, это напрягает. И ты с самого начала релизила сама музыку? Нет, всегда на лейблы. То есть как Nokia, как ты вот туда, ты просто выписала, вот у тебя первый релиз готовится, Да. и ты выписала какие-то лейблы, куда ты хочешь его Да. отправить, и везде отправила? Да, но у меня еще было такое самомнение, я вообще отправляла на большие лейблы. Я сначала написала мелодик, Ну, и понятно. там на Juno Deep отправляла. Они даже Не, послушали. Правильно. Да, Nora and Pure, у нее есть лейбл, тоже я ей отправляла. Но это большие лейблы, и как бы, ну, конечно, да. И я это смело так, короче, напролом шла как-то. Ну, понятно, что я уровнем не соответствовала, и никто туда не брал. Но потом ты так параллельно спускаешься чуть ниже, потом чуть ниже на такие A-лейблы обычных ребят, как мы, которые вот, стараются что-то делать, и если им нравится, они обычно берут. И ты им просто скидываешь типа ссылку на там Dropbox, типа со своим WAV-треком, или как это Ну, происходит? не, пишешь имейл, говоришь, кто ты, такое коротко, он должен быть не длинно, ни у кого нет времени читать вот биографию. Представляешься, пишешь, откуда ты, скидываешь свой трек. Вот, Прям максимально файлом или лаконично. с ссылкой, или это файл? SoundCloud закрытый обычно. С возможностью скачивания. Типа, Не всегда, потому что если им понравилось, они пишут, да, нам понравилось, мы хотели бы, отправьте Скиньте нам вавку. уже. Да, скиньте нам такую-то, такую-то версию, допустим, MP3, вавку, 16, 24 мегабит. И вы ну и так подписываете какой-то типа договор с ними, да, на релиз далее. трека? Да, подписываешь контракт, обычно 50 на 50, это стандартный, но не у всех. Есть лейблы, которые 30 на 40, 30 на лейбл, 30 на 70. 370, да. 30 лейбл, 70 артистов, по-разному. Вот, ну, да, права отдаете. И вот смотри, за все эти треки, которые у тебя на битпарте лежат, у тебя какое-то есть уже там с них? Ты получила какую-то монетку Нет, на ничего не карточку себе? получала. А ты можешь отследить, сколько там Нужно- послушали, сколько нужно скачали, купили? лейбл, да, нужно лейбл просить, чтобы лейбл писал дистрибьютору, то есть там такая цепочка получается. Сайт, на котором твоя музыка продается, потом дистрибьютор, потом лейбл, потом уже артист. То есть вот так по И всей ты этой цепочке. запрашивала статистику? Я не запрашивала еще ни разу. Неинтересно? У меня было 2 таких релиза, которые достаточно долго были в чатах на битпорте. Да я думаю, там, если будет сумма, она будет небольшая.
и поэтому погода мне она Не, я просто сделает. даже чисто, типа, ну, не интересно ли тебе, сколько там его купили, там, в каких Сколько странах раз? и так далее. Да, интересно. Нет, я пока еще не задумывалась этим вопросом. Значит, смотри, ну, то есть ты просто вот на этот Берлин Техно просто, типа, писала, и им Не, я на них понравилось? не писала, я до этого уже много где релизилась, до Берлин Техно, и Они сами вышли. ну, это, получается, там цепочка людей. То есть я релизилась на Gain Records, достаточно большой техно-лейбл в Италии, в Риме. И через Gain я вышла на Берлин Техно. Получается, даже я как бы, они сами на меня вышли. Я не знаю, сложно объяснить, просто там уже Я цепочка понял. людей, все друг друга знают. И да. Как ты пишешь музыку? Это у тебя... Ты юзаешь сплайс, ты сама все подбираешь, какие-то сэмплы нарезаешь. Splice юзала достаточно долго, наверное, несколько лет. Сейчас уже нет подписки. У меня есть треки, написанные со scratch, from scratch, и после мастер-класса Анны Вербы они рассказывали в своей огромной крутой налоговой студии, как написать трек from scratch. И я вот пока смотрела мастер-класс, написала 3 трека, то есть полностью от кика до хэтов, мелодии, все, то есть все полностью сама. Конечно, это было очень долго. Очень много Просто было правок. юзала библиотеку в Ableton, киков, хэтов подбирала? Нет, ты через плагин накручиваешь сам кик кик? сам. Очень много плагинов потрачено, очень много денег на Это плагины геморно, да. потрачено, потому что, да, потом нужно это все обрабатывать, чтобы это звучало нормально. Да, это было очень геморно, это было очень долго. Но я могу сейчас сказать, что я юзаю библиотеки Drums, то есть я их покупаю определенные, и просто для того, чтобы сохранить в себе свое же время. Вот. Ну и мастеришь тоже сама при этом, и свой сводишь. Я свожу, но не мастерю. Окей. Мастерят друзья. Да, мастерят у меня другие ребята. Я считаю, мастер better leave it for master. Да. Тебе нравится вообще писать музыку? Как Да, тебе это? да, В кайф? да. Или ты такая, работа надо? Нет, мне очень кайфово. То есть мне это вообще не приносит пока каких-то денег, а я остановиться не могу. Я как будто села в этот поезд, разогналась и такая мчусь на скорости, остановиться не могу. Все, короче, так Ну, понесла. ты каждый день прям открываешь проекты и что-то Ну вот делаешь, или сегодня это- трек закончила, да. Сколько тратишь в день время? По-разному. От 3 иногда до 8 часов в день. Как пойдет. Бывает, я даже могу какие-то планы свои отложить, потому что я хочу закончить. Либо есть какая-то идея, она приходит в процессе, какой-то звук, ты пытаешься его найти, и это как медитация. Ты уже просто думаешь об этом, и пока я не закончу, я не встану из-за стола. Так, смотри, к диджейке. Чем занимаешься, где работаешь? На данный момент я играю, вот этот конкретно месяц я играла в Будабаре на Марине. Скоро должна вернуться на Cove Beach, я там играла достаточно долго. Cove Beach? Угу. Это такой бич-клаб. Они переехали на другую локацию. Вот, пишу музыку, занимаюсь спортом, хожу иногда на мероприятия. Вот. Ну, то есть ты Да. занимаешься только в плане как работы, типа, да, там, за деньги, это только у тебя диджеинг, Да. никаких других вещей нет. А были ли какие-то вообще другие вещи в жизни, когда ты занималась чем-то другим? Да, очень недолго. Я вообще закончила журналистику и работала на телеканале дома, примерно год. Вот. И чуть-чуть практиковалась на радио. Радио было недолго. Вот, это как практика в университете. Доброе утро, дорогой Бишкек. Это тема. Ну да, типа того. Да, еще я работала в офисе, да, полгода. Полгода проработала в офисе с 9 до 5 и работала в пиар-отделе. Спортивная брендовая одежда у нас в Кыргызстане. И меня хватило, я сказала, когда в жизни не буду работать в офисе. Я не могу. Меня начинает это угнетать очень сильно, у меня большая депрессия. Я не хочу делать ничего. И меня настолько сильно угнетает, что вот через полгода я уволилась и никогда не возвращалась больше туда. А в Кыргызстане ты работала диджеем? Да, я там начала. И это была работа, которая, приносила деньги? Ты могла на них жить там? Да, это было так. Я параллельно работала еще в офисе и в клубе. Я играла только пятницу и субботу, и моя зарплата за пятницу и субботу была равна моей зарплате в офисе за 5 дней в неделю, за месяц.
Ну и как бы понятно, что перевесило на тот момент, когда тебе там 20-20 плюс, и ты хочешь быстрых легких денег, и ты не хочешь как бы запариваться за сидячей работой в офисе. Поэтому, конечно, диджейство перевесило в тот момент. Но знаешь, главное поймать баланс. Ты всегда же тебя из стороны в сторону. Вот лично меня всегда шатает. Во-первых, нужно не сравнивать себя с другими, потому что у каждого своя история, у каждого свой путь, да, какой-то. Ну и вот, когда ты себя на этой мысли ловишь, ты такой, типа, так, все нормально, это не страшно. И в моей истории постоянно качели в плане работы, потому что я на фрилансе, ну и это нормально. Понимаю тебя. Да. Главное не накручивать лишнего и не копаться в себе, не искать, что причина во мне, туда-сюда. Нет, во многих, ну, много. Но часто понимаю, что причина была часто не во мне, иногда в цене, иногда разные направления, иногда просто хотят новое лицо, поэтому это нормально. Я тебя, по-моему, не спрашивал в тот раз, есть ли тут у девушек-диджеев преимущество среди парней? То есть, если то, что ты девушка, тебя, скорее всего, возьмут, чем если ты парень. Если это резидентство, лаунж, да, какой-то ресторан, то да, девушек больше берут. Если это клубы, посмотри на те несколько больших клубов в Дубае, там практически нет резидентов девушек, там одни парни. С чем там ты это 80%. связываешь? С тем, что, ну, во-первых, туда, ну, тяжело попасть. И ребята там давно многие сидят, по 8, по 10 лет, и они как бы в этот small circle никого не пускают. И вообще я заметила, что девушка, если ты достаточно умная, развиваешься, особенно пишешь и пишешь сама, я сталкиваюсь с мужской завистью. Мне даже на одном из резиденций чувак, который работал передо мной, закрывал, а потом, к сожалению, открывала. Хорошо, у меня есть привычка проверять уровень звука в наушниках. То есть он передо мной несколько раз выкручивал на 100%. Ты типа оглохла? Чтобы я оглохла. Ёмная. Вот, потом кабеля мне отключали, переставляли. И причем это специально там не меняли ничего. Ну, типа, я достаточно хорошо в звуке разбираюсь, я могу даже настроить эквализатор, поэтому для меня не проблема понять, что там провода когда-то не туда воткнуты. Ну, такое было, да. Трэш какой, ужас. Девчонки так себя не ведут, как пацаны себя ведут, да. Пусть у них у всех будет ранняя импотенция. Это проблема, это small dick issues. Да, да. We call it like this. Они же катаются на GBR и газуют на тачках классно. Кстати, да. Кстати, да. Где ты здесь, в Дубае, хочешь работать? Есть у тебя какой-то виш-лист, где ты бы хотела играть, работать? Промо-группы, клубы? Да, наверное, у ребят на секции я бы хотела поиграть. Мне кажется, это самая крутая вечеринка сейчас. Да. Что-то самый еще крутой есть? коллектив. Ну, остальное, как бы, классные клубы, есть их много. Я была бы рада играть вообще везде. Но то, что лежит сердцу и душе, это немного другая вещь. Есть то, что я делаю для коммерции, а есть то, что, как говорится, для души. Для коммерции вообще фактически в любом классном модном дубайском клубе, я не знаю, будь то там Айрис или Soho Garden. У тебя есть какая-то цель в плане, где бы ты хотела жить? Или тебя Дубай на 100% устраивает? Такая, типа, Дубай мой город? Нет, Дубай не мой город вообще. Мне кажется, я здесь как белая ворона даже иногда, если не чувствую здесь. Наверное, Европа. Что-то ближе, может быть, Германия или Нидерланды. Где-то там я себя чувствую более комфортно. Более свободные нравы, да, более как бы такое Да, рок-н-ролльное. Рок-н-ролльная обстановка. Ну и вообще больше андеграундовой сферы, там было больше такой музыки, и, соответственно, мне кажется, там развивается это все. Здесь, конечно, тоже, я не спорю, но пока здесь еще молодая страна, молодой город, и здесь это еще все на стадии изучения, так скажем. У тебя были уже какие-то гастроли отсюда в другие страны? Привозили тебя? Были, да, но небольшие. Я играла в Амстердаме один раз в прошлом году, играла вот недавно в Кувейте, играла давно под Адрианерой в Катаре, в Омане, в Ливане играла раз 5.
И вот в июне в Берлине в первый раз. Так, к Берлину сейчас вернемся. Вот те вот гастроли, которые Ливан, Бейрут, какие-то люди, которые тебя здесь ставят, они поспособствовали тому, чтобы тебя позвали еще и в другие страны. Ты так работала или как? Нашли в Инстаграме? Да. Меня один мой знакомый, уже теперь знакомый, нашел в Инстаграме, когда он тоже артист, он барабанщик и живет в Ливане. Когда первый раз туда летела, я летела просто как бы на 5 дней отдохнуть. Ну и так получилось, что он такой, раз уж ты будешь, давай как-то еще и поиграешь. И в итоге из 5 дней, 3 дня подряд у меня были разные локации, бич-клабы, и летом я играла. Вот так мне посодействовали знакомые. Ну и потом уже через этих знакомых появляются у тебя другие знакомые. Меня привозили 2 раза в клуб, в андеграундовый, который был открыт с 3 до 7 утра. Ну, то есть такой автопати-клуб. Вот, я там несколько раз играла еще. И вся история это все, ну, за денежку или это просто так, за респект? Да, ну за маленькую денежку, но за денежку. За небольшую. Окей. Так, Берлин. Значит, ты мне рассказала, что ты играла в берлинском клубе KitKat. Да. Что это такое? Для людей, которые не шарят, что это такое за KitKat такой? KitKat. Расскажи сначала про него, Я да. думаю, многие знают. KitKat — это, наверное, самый известный в мире кинки-клуб. Вот. И у него большая история. Он очень давно открыт, он очень известный в мире. И когда меня туда пригласили, позвали, я такая, блин, круто. В моей истории будет какой-то... Ну, не какой-то, в моей истории будет легендарный KitKat. Это классно. Давай, как они тебя позвали? Как это произошло, что ты там поехала поиграть? Ну, ничего особенного. Промоутеры, которые делают вечеринку там по воскресеньям, вот мы как бы знакомы, и вот это все сложилось с нами. Они из Европы, ребятки? Да, ребята, немцы, да. И ты просто когда-то с ними познакомилась, просто... Да, я была несколько лет подряд, ездила на Amsterdam Dance Event. О, окей. И посещала такие газеринги от лейблов, от каких-то артистов. Они собирают ну, такой комьюнити небольшое техно-артистов. И я там познакомилась с большим количеством людей достаточно. Но это сложно объяснить, потому что когда ты находишься на вечеринке, где 30 человек, и все продюсеры у каждого второго лейбл, то есть вы друг с другом общаетесь, ну и потом также продолжается общение в Инстаграме, у кого-то есть какой-то свой где-то ивент, и потом вы с другом общаетесь, типа, вот я бы хотела поиграть у тебя. Вход туда за билет, да? То есть ты не можешь просто прийти с улицы на Amsterdam Dance Event, типа, йоу. Короче, если ты говоришь про саму конференцию, то да, туда стоит, туда нужно покупать билеты. Вот. Но туда в основном очень много ходит любителей. То есть сейчас такой лайфхак для тех, кто собирается на следующий ивент. Нужно искать артистов, у которых уже такие есть хорошие свои ивенты, зарекомендовали, которые себя, и лейблы. Некоторые из них делают такие сходки. Amsterdam Dance Event по приглашениям, если ты кого-то знаешь. Так вот, приходя туда, там ты можешь дофига людей встретить. От агентов, промоутеров до менеджеров каких-то артистов. Может быть, ты себе агента можешь там тоже встретить. Найти, например. Да? Так что вот. Они знали, что ты поедешь в Берлин, или просто они тебя пригласили? Да, мы общались, и я писала, что я собираюсь в Берлин. У меня были там какие-то свои дела. А ты знала, что они делают в KitKat вечеринки? Да. И ты я сказала, им, что вот у меня следующий год я поеду в Берлин, ребята, вот очень хотелось бы поиграть у вас в KitKat. Они сказали, окей, у нас есть вот такие-то даты, какая тебе подходит. И я выбрала дату, в которую как бы я и собиралась ехать в Германию, и все сложилось. Так, и что, как это было, рассказывай. Значит, ты приезжаешь в Берлин, у тебя трясутся руки, да, ты там записываешь на флешку. Вообще это был полный трэш, потому что я приехала, и я забыла свой переходник на зарядку на ноутбук. А я не скидывала треки еще ни на SD, ни на USB, никуда. И я такая, блин, я по всему Берлину в воскресенье, вечеринка в воскресенье. Я прилетела сегодня утром, я бегаю вокруг своего отеля, пытаюсь найти этот переходник. Его нигде нет, сказать, что у меня все закрыто. Вот. Но
моя умная голова вспомнила, что я же в отеле, можно же в отеле в России. И Да. после 3 часов бегания с перебежек по городу я нашла в отеле переходник. Скинула музычку и подготовилась к сету, все дела. Пришла пораньше, что было интересно. Я думаю, ну такой. А у тебя сколько сет был должен часов быть? С 4 утра до 7 утра, то есть до закрытия. Там Ну, один по-моему, танцпол сет. или несколько? Вообще там несколько комнат, но на воскресенье один танцпол, в другие дни больше. Больше танцполов, больше диджеев играет, особенно в субботу. Сколько там было людей в ту ночь? Не знаю, Это много прям, биток или это как? ну не биток, но они приходят, уходят. А с других клубов они там где-то заканчивают вечеринки, приходят, я не знаю, может 400 было. Но там поток, и люди не в основном, даже не всегда базировались на танцполе, то есть там есть комната, где есть бассейн. Да, давайте начнем с того, что там специальный дресс-код. Так, какой дресс-код? То есть если ты вот так придешь, тебя никто не пустит. Надо раздеться до Да. гола. Тогда Ты так пустят. заходишь, и тебя провожают в раздевалку. Ты оставляешь там свой телефон. То есть Снимать всё нельзя? secure. Нельзя. И даже заклеивать нельзя, ты его там прям оставляешь у них. И чуваки, которые приходили неподготовленные, там, без маечек в сеточку, без портупей, они были в трусах просто в труселях. И когда ты заходишь на танцпол, вот такая картина первая, которую я увидела, как будто бы я в сауне Да, с да. незнакомыми людьми, все мокрые, потные, и в основном парни. Я такая, прикольно. Это как бы и отторжение, и такое, и принятие в одновременно. Странные ощущения были. Ну там люди дэнсят, занимаются сексом, что там они делают вообще? Да, но прямо на Происходит что-то? танцполе этого не происходит. Происходит где-то там по углам, какие-то есть потемнее, какие-то посветлее, есть какие-то диваны, какие-то комнаты, где просто диваны. Это похоже на обычный клуб, просто там как бы еще есть Ну, всякие это не комнаты. похоже на Не обычный похоже. клуб. Ну, там Это темно похоже, или- как будто бы это чья-то хата, А, окей. и там достаточно светло. Мгм. То есть ты можешь разглядеть лица людей. Не сильно темно и не сильно светло. Вот. Чтобы удобно было. Да, это как будто большой двухэтажный дом, там лестница, там другая лестница, там тут зайдешь, там можно заблудиться. Люди говорят, что иногда, если попадали туда в субботу, когда там битком, то что они не находили даже мейн-рум. Так, что там играла? Свою музыку, ну, свои треки играла или... Ты вообще забыл спросить, свои треки играешь на вечеринках? Свои собственные? Ну, иногда да. Но здесь не так много в Дубае техно-индустрии, Ну да, да. поэтому так много не поиграешь. Да, я играла роу-техно, но такой груви, не дарк, не тяжелая, чтобы создать классную атмосферу. К такой тебе легкий клеились вайб. мужики вот эти в трусах, которые пришли в сауну? Да нет, не клеились. Там очень все на респекте, потому что если ты сам не подаешь внимание, тебе никто не подойдет. Понятно. Вот. Ну, какая-то девчонка со мной заигрывала, только все. Понятно. Эта история тоже какая-то как бы за респект или там какую-то тебе еще монетку дали? Оплачивается, конечно. Оплачивают? Да. Просто Оплачивается интересно. фи, ну, в пределах берлинского, локального. А сколько в Берлине стоит сет у диджея? В Берлине максимум 500 евро. За сет? Да. А сет обычно часа 3, да? Да, может быть и 1,5, может быть и 2, может и 1,5-3. 3. По-разному бывает. Типа 500 это максимум, а в среднем Да, если там живешь, то там, ну, да, 500 это в основном это максимум. обычно типа 200. То есть люди, ну, с диджеем, если ты не big name, на тебя там толпа не приходит, то да, это такая цена. Но если ты живешь в Берлине и играешь в других городах, то ты уже как бы, ребята там уже выше себя делают, конечно же, прайс. В основном так работает. А ты не ходила в Берлине в Трезор или в Беркайн? Нет, не было времени, я прилетела в воскресенье утром. Очень хочу попасть в РСО. То есть сейчас такой вот пунктик, очень-очень хочу попасть. И в Трезор тоже. Так, смотри, хотел спросить у тебя про снобизм в вот всей этой технокультуре. По моим ощущениям, он немножечко присутствует. Типа, знаешь, что ну вот мы играем только техно, мы такая как бы богема чуть-чуть, ребят. Вы как бы все Это только в попсовики. Дубае так, мне кажется. Ну, в Москве такое тоже было. В Москве и в Питере, когда я жил, там тоже такое было. Знаешь, типа, Да. что «О, вы Делятся, попсовики, фу, да». И замечаешь, а ты такое в Дубае? Есть ли у тебя такое? Как ты к этому относишься?
Вообще, да. Вот ты сейчас мне сказал, я вообще это есть. Нет, это есть даже на большой сцене. Да, я тоже к этому числу отношусь. Я тоже очень много скафню. Знаешь почему? Потому что, ну вот есть техно-стейдж на большом фестивале. Играет диджей. А что он играет? Он играет акапеллу из какого-то старого трека, ну и потом какой-то такой хард-техно-грув. И таких сетов, не знаю, 5-6 может быть за фестиваль, и оно все одинаковое, все однотипное. Поэтому андеграунд-индустрия и как бы скафнит, потому что, ну раз уж вам выдался шанс играть на большой сцене, для большой массы людей. Почему не сделать это классно, красиво, андеграундово, не похоже на другие стили? Да, ну потому что никто не заморачивается. Сейчас это просто взял, накидал сэмплов, когда байландо, все, и вот это сейчас мейнстрим техно, можно сказать. И, соответственно, да, ну я понимаю людей, которые в этой сфере, в техно, в андеграунде по 20, по 25 лет, они прививали вкус молодежи, они работали над своим именем. У них, может быть, фестивали были тоже. А сейчас как бы говно просто все рушит. Смотри, в диджейской сцене женской, если Да. так можно назвать, есть ли какая-то конкуренция или такая история, когда вы там не помогаете друг другу, а наоборот Да, всякое вставляете есть. палки? Ну, я никогда никому не вставляла палки, но девчонки, которые сюда только-только приезжают, они могут заявиться на твой сет. Там, я вот играла на бич-клабе пару лет назад, пришла девчонка из России, ну, она лет на 10, наверное, младше меня, и она такая: ой, я слышала, ты тут не работаешь теперь? Я такая: странно, откуда она это услышала. Ну, то есть сам факт, что она уже договорилась, что она вместо меня играет, а мне об этом еще не сказали. Она просто в купальнике играла. И она подошла мне, потом сказала, ну, то есть я вообще в шоке была. Ну, она поиграла, я-то туда вернулась, меня потом обратно позвали. Она там больше, насколько я знаю, не играла. Вот такое случалось у моих девчонок, которых я знаю, которые тоже приходили и пытались подружиться с ними, потом узнавали, кто там главный, кто арт-директор, и за их спиной пытались намутить себе работу. Такое тоже было. Но, наверное, тот круг, с которым общаюсь я, нет, у нас все нормально, мы даже друг другу помогаем. Мы друг другу гиги китаем, либо резидентство. Кто не может там, и так далее. У тебя вот есть какое-то диджейское женское комьюнити подружек твоих? Да, можно сказать, есть, да. Ну, Ева, конечно, One Love. Мы с ней вместе первый раз полетели на Amsterdam Dance Event. Вот. Ева, а никнейм? Ева, диджей Ева, Елена Вокина. Вот. Потом мы работали с Мишель Грант в Линлинге в Royal Atlantis прошлый год вместе. Мы тоже друг другу помогали. Ну, ты больше здесь тусишь с пацанами-диджеями или с девочками-диджеями? Или тут вообще такого нету, что ты именно с диджеями тут тусишь? Ну, у меня вообще не такого. Я просто, у меня друзья из разной сферы. Вот. И есть кто в офисе работает, есть кто делает вечеринки, есть кто диджеет, да, по-разному. Чего ты ждешь от нового сезона в Дубае? Какие вечеринки? Хочешь ли что-то свое делать? Нет, в Дубае я свое не хочу делать, потому что я думаю, та ниша, в которой я хочу развиваться, она уже занята ребятами из секты. Я бы, возможно, в ближайшем будущем хотела бы с ними поработать, если это получится. Но я жду от этого сезона больше вечеринок в твоем стиле, потому что это тоже андеграунд, и это немножко что-то новое. И именно New Generation, я думаю, они как раз-таки туда ходят. И это, думаю, что в этом есть развитие. Я жду больше таких вечеринок. Афрохаус, ну все, достаточно, уже не нужно. Он как раз таки играет. Фончиком, да, эта штука играет. А как ты вообще себе здесь всегда находила работы? В плане, то есть вот писать, какие есть варианты? Писать всем, ходить, еще что-то там. То есть как вот вообще искать работу здесь? Если ты вот хочешь играть, допустим, в Сохо Гардене, как тебе попасть сейчас играть в Сохо Гарден? У тебя есть варианты? Через контакты, кто там работает, только так. Писать вообще бесполезно. Нужно, скорее всего, быть другом кому-то. Но я не могу делать, да, с кем-то дружить специально. Fake friendship — это не про меня.
Поэтому если у меня с кем-то контакт произошел, то он происходит как бы натурально. Но в Сохо никто не попадал просто так. Все попадали туда, что кто-то из ребят, которые там работали, кого-то порекомендовали. Но и здесь так везде. Все хорошо оплачиваемые мои работы здесь были по рекомендации. То есть нужно делать нетворк, по-другому никак. Каждую пятницу, субботу ходить, ля-ля-ля, здрасте, я диджей. Не, ну это тоже надоест. Нужно же А поддержать что тогда баланс. делать? А как тогда делать надо? Вот именно, пока ты с кем-то не законтачишься, у тебя не получится. Ты можешь туда ходить каждую неделю и не поиграть. А законтактиться как? Просто типа через там Ну, не взять знаю, себе... общаться, поддерживать ребят, которые там тоже работают. Это не обязательно должны быть диджеи, там есть промоутеры, там есть ребята, которые видеопродакшеном занимаются, звуком, артом и прочее. То есть, если ты будешь вхож в индустрию, я думаю, так будет легче. И в какой-то момент просто типа сказать, кстати, а есть там варик поиграть? Ну да, но не навязчиво, конечно. Ненавязчиво. Можно потом напомнить через какое-то время. Но опять же, не нужно утрировать, это может сработать, это может не сработать. Поэтому нужно пробовать все по чуть-чуть. И всегда иметь какой-то стабильный заработок, потому что, мне кажется, сейчас становится сложнее выживать только на диджействе. У многих ребят есть какой-то сторонний заработок. Либо они занимаются промоушен, делают свои ивенты. У тебя есть такие мысли, какой-то сторонний заработок заиметь? Да, конечно. Хочется стабильности. Чем старше становишься, тем хочется стабильности больше. Я хочу играть музыку, которая нравится только мне, и играть на ивентах, которые нравятся только мне. А для этого мне нужен, конечно же, стабильный заработок. Вот, да. Но я иду в этом направлении. Да, есть кое-что, что я хочу открыть, свое, чтобы тебе приносить заработок, но я пока не говорю, потому что я еще все за и против взвешиваю, поэтому не раскрываю. Аренда машин? Не, я в машинах ноль. У меня, кстати, я живу в 9 лет в Дубае, у меня нет прав, поэтому те, кто приехал сюда, в первый же год получайте права. Вот вам, короче, не будьте лохом, как я, пожалуйста, получайте права. Эта страна не для пешеходов, паблик транспорт здесь плохой, поэтому если есть возможность, права в первую очередь. Не надо делать, как я. А расскажи про андеграундную сцену в Бишкеке, вообще есть ли она? Что ты не знаешь? Интересно. Раньше не было, но ребята сейчас делают вечеринку. Я не помню, как она называется, сорян. Они делают вечеринку раз в месяц, по-моему, и играют, да, андеграунд. Есть ли у тебя план туда вернуться, поиграть в Бишкеке? Планов нет, только если меня пригласят, я вообще с радостью. Вот, зайдет ли им мое направление, это вопрос, потому что там оно немножко другое. А ехать куда-то, лететь, чтобы играть не свою музыку или не свое направление, я считаю, это глупо. Уже я, наверное, не в том возрасте. Поиграть просто за деньги я могу и здесь. Угу. Расскажи, какие у тебя планы на следующие 5 лет, давай, до 2030-го, так, плюс-минус. Я так все рассказать не могу, конечно. Так, в общем. Потом скажут. В карьере, про карьеру. В карьере. Возможно, переезд. Возможно, переезд и свой лейбл, наверное, и даже своя вечеринка. Ну, еще есть другие планы по карьере, не относящиеся к музыке. Я их не могу пока об этом рассказать, потому что я еще пока принимаю решение, заниматься этим делом или нет, но это к музыке не относится. Был вопрос в прошлый раз по поводу... Чтобы пожелать, да, наверное, новым диджеям, новым ребятам, которые сюда приезжают. И я забыла сказать о том, что нужно просто забыть все, что вы знали до этого, потому что это ни хрена не работает в Дубае. Здесь другая система, здесь другая структура. Здесь промоутеры продают столы, не букируют диджеев, как и во всем мире по-другому. Здесь ты можешь быть крутым продюсером и выпускаться на классных лейблах. И из-за того, что другие чуваки просто тебе завидуют, и у них есть ивенты, они тебя могут не позвать, это тоже здесь. Я знаю таких ребят, которые очень на крутых лейблах выпускались, и их просто не зовут из-за зависти. Я не знаю просто, как это еще объяснить. Поэтому здесь нужно выстраивать другую модель поведения и изучать рынок. И еще музыка здесь другая, здесь другие направления.
И нужно подстраиваться. Если вы гибкий, тогда, я думаю, получится вклиниться в индустрию. Если, конечно, у вас нет гибкости, вы такие, я вот принесу что-то новое, и пусть все подстраивается вокруг меня, так здесь это не работает. Это вот я. Я не очень гибкий такой, типа, так, блин, буду свое двигать. Трактором. Но слушай, все равно у тебя есть взаимодействие с аудиторией. Ты поймал вот эту вот тонкую, то, что у тебя это работает. Очень много ребят 2 года назад приезжали с разных стран СНГ и делали то, что они делали там, и это здесь ни хрена не сработало, они все уехали. Многие там на Бали сейчас или еще где-то, в Турции, не знаю. Ты вот та единица, которая тут осталась. Просто реально единицы остались. Значит, все-таки есть какая-то гибкость, значит, все-таки где-то ты искал вот эти точки соприкосновения. Смотри, у нас есть Блиц, лучший техноклуб в мире. О, ну вот ты, конечно, сказал. Мне По твоему кажется, РСО сейчас в Берлине. Сейчас. Вот, мне кажется, это топ. Твой любимый техно-диджей мальчик. Мальчик. У меня их несколько. Давай. У меня есть Лен Факи, Фредди Кей, Диджей Раш, Кинг тоже крутой. Вот. Крис Либинг. Ой, вообще он крутой. Твой любимый техно-диджей девочка. Девчонки. Эллен Аллен. Вот так. Есть такая? Да. Любимый техно-диджей в Дубае. Нет, Такой есть? пока. Да, пока нет. Ребят, работаем, вы что? Арине даже некого назвать. Давайте, блин, собрались. Конечно, сейчас напишут, что типа вот она приходит только на гостей, не приходит на локал артистов, и поэтому она не знает. Я, кстати, я когда писал, я тоже такой, так, а я бы кого назвал? Я не знаю. Кто для тебя плохой диджей? Плохой? В плане описать? Да, не конкретный человек, а вот в общем, да. Ну, и плохой диджей, который играет для себя. Который пришел такой охуенный, я поиграю для себя, но никому не нравится, а он не чувствует народ, не понимает его, нет гибкости, не хватает. Как диджею получить работу в Дубае? О, как? Искать очень сильно, много знакомиться с людьми, потому что ты никогда не знаешь, откуда придет. Это может быть, ты можешь прийти в заведение, познакомиться с менеджером и прийти на прослушивание, либо агентство. Если это резидентство, то это, конечно, агентство. Искать агентство и отправлять им свои пресс-киты. Как начать гастролировать? Ну, это же другой вопрос. Я не прям гастролирующий диджей, я сама вот хочу узнать, как начать гастролировать. Ну, у тебя есть Ребята, какое-то понимание? Знает. У меня есть понимание. Ну, конечно, имя нужно себе сделать. Либо очень крутую музыку писать. И ее должно большое количество людей слушать, которые, ну, соответственно, интерес повысится к артисту. Либо работать на классных площадках, где есть аудитория, и, соответственно, твоя аудитория тоже будет повышаться, расти. 5 твоих любимых попсовых треков? Попсовых, блин, ну, много на самом деле. Я себе писала в блокнотик, можно я возьму? Блокнотики, любимые треки попсовые? Да. Давай. No Doubt, Don't Speak. Окей. Потом у меня есть Нелли Фуртадо. У нее есть песня Turn, Возможно. по-моему. Ну, тут написано Turn. Мадонна, Frozen. Обожаю этот трек. +1. Есть еще исполнитель Эня, Only Time трек. Вот, ну тут есть еще Linkin Park, конечно какой же. трек? Ну, конечно же, The End. In the end, окей. Да. Диджей Настя или Дарья Колосова? Настя. Почему? Ну, мы с ней знакомы. О, Да, она приезжала в Дубай, и девчонки с Украины знали ее лично. И мы были на автопате с ней, и мы с ней познакомились. Я ей уже отправляла треки на нечто. Вот. Буду отправлять еще. Надеюсь, там зарелизится. помнишь ее видео лет 20 назад, где она на Казантипе с грузью дэнсит под какой-то классный трек? Я не помню. Это, короче, когда я видел этот трек, я прям, возможно, даже отчасти благодаря этому треку захотел стать диджеем. Да. У Насти вообще любовь. Что думаешь про Нину Кравец? Нина перестала играть для людей. Она хочет, мне кажется, быть on the stage. Вот. Но очень много хейта под ее некоторыми сетами, так как она немножко попсовая.
съехала в эту тему. Это случается тогда, когда артист хочет еще больше денег зарабатывать. И, будучи так достаточно андеграундовым, начинает играть всякую попсятину, для того, чтобы, мне кажется, больше заработать. Потому что другого резона я не вижу в этом. Что думаешь про Пегги Гу? Ну, Пегги Гу, она позитивная, она клевая. Она в своем формате. Но она, по сути, тоже ушла в более поп-историю. Сильно поп-историю. Да. Но она еще же, видите, у нее как бы и мерч, и музыка, и все. Она как бы... Я не могу сказать, что она у меня ассоциируется прям как с диджеем. Она у меня как вот персона, бренд, да. И она там завтра будет выпускать чемоданы, и они будут продаваться по миллиону там. Твой любимый фильм? Ну, давай первое, что в голову приходит. Ну ладно, давайте пусть это будет «Сияние». О, очень хорошо. Пришло в голову. Обожаю. Слушай, большая просьба, я вспомнила фильмы. Можешь, пожалуйста, добавить? «Остров проклятых» с Ди Каприо — это мой любимый фильм. И «Семь жизней» еще. Твой любимый парфюм? Я люблю унисекс. Парфюмы свежие. Вот иногда мужчинка пройдет, пойдет так свеженько, классно пахнет. О, господи, вот оно то. Я не знаю, как писать, они такие с нотками апельсина и древесины. И не тяжелые, и не сладкие, и не сильно свежие. Ага. Вот по ощущениям. Любимое блюдо? У меня было любимое блюдо, до сих пор остается, это бабушкины вареники с картошкой, которые моя бабуля готовила лучше всего на свете. Любимая книга? Книга. У меня нет любимой книги, я читаю Стивена Кинга. Вот. Много. Люблю ужасы. И вот на несколько его книг. Но у меня нету определенной любимой. Поэтому «Сияние». «Сияние». Один музыкальный альбом, который ты взяла бы на необитаемый остров? Моби. Play? Да. Купила его в Берлине вот в этот раз. Круто, обязательно взяла. А с каким диджеем хотела посмотреть бы интервью? Ну, у меня вот здесь вот, на нашей вечеринке. Миша, Амбер. То есть ты смотришь, ты посмотришь, я тебе скину. Возьми интервью, пожалуйста, у Миши Амбера. Он выпускался уже у Соломона на лейбле и выпускался на Атланта. Это очень крутой продюсер и очень классный чувак. Мой друг вообще, респект. Если бы у тебя была возможность вернуться сейчас в 2010 год с теми мозгами и опытом, который у тебя сейчас есть, вернулась бы? И да, и нет, потому что тоже через тот ад и трэш, через который я тут прошла, когда я приехала в Дубай, честно говоря, сделал меня, наверное, другим человеком, да, позволил мне посмотреть и на себя с другой стороны, и на людей, и на индустрию. Поэтому вроде было бы круто, да, но с другой стороны этот опыт, это же часть как бы тебя, и, наверное, скорее всего, нет. Я пришла туда через тернистый путь, потому что должна была его пройти. Так, последний вопрос. Если завтра твой последний день на Земле, как ты его проведешь? Как я его проведу? Ну, хотелось бы потанцевать, конечно, она где-то на фестивале, под классную музыку, и сделать доброе дело. Возможно, все те деньги, которые у меня есть, или там что-то продам, наверное, помогла бы каким-то детям больным. Ну, вот завтра меня не будет, а им еще можно будет пожить. Если я спасу чью-то жизнь, то было бы круто. Я бы такая что-то продала бы, отдала бы, помогла бы и пошла бы тусить. Все до победного. Если тебе предложат отыграть сет в Бергайне или на фесте на 10 тысяч человек, что ты выберешь? На фесте, потому что это промоушен круче. То есть, ну да. Да, больше человек тебя услышит. Очень много людей играло в Бергайне. Насколько я знала, он 7 раз в неделю открыт. И он открыт с вечера до позднего утра. И там очень большой поток диджеев. Не каждый диджей, который играл в Бергайне, стал суперзвездой или суперпопулярным. Да, давайте тоже. И ты даже это никак не проафишируешь, что особо фоткать нельзя? Ну да, у всех фотка на фоне Бергайна. Это стандарт. Спасибо большое. Спасибо большое, что позвал. Было интересно. Техно. Смотрите. Техно.